Доброе утро. Доброе утро. Что кушаете? Хлопья. Я хлопья. Я тут тебе огурец помыл, болгарский перец достал. Что там? Хлеб, сыр, тостовый, крем-сыр, который мы уже доели. Мне понравился разговор сейчас. Олег, Миша говорит Олегу. Олег, мне кажется, я становлюсь настоящим турком. Да, Миш? Почему? Потому что если лимон съел, совсем не кисло. Совсем не кислый лимон? Ну, почти совсем не кисло. Миш, не надо, этот стул развалится, это пластиковый стул. А что, для настоящих турков лимон совсем не кислый? Не, он не совсем не кислый. Он такой, не такой уж и кислый, они его много едят. А ты в итоге труселя не одел, что ли? Ел. А вон висят. Я думаю, не ел. Какие? Какие? Которые вчера дали, они нормальные были. Ну эти в шкаф тогда убери. Ой. Мы с Алексеем еще спим. Время 10. Дети уже позавтракали. Молодцы. Смотрите, как красиво. Вау. Море, а вон там какая-то блестящая полоска. Там точечно как-то свет падает на море. Очень красиво. Ой. Кападжи чистит бассейн зачем-то. Ну, он грязный, может, тоже народ сказал. Что сказал? Надо бы почистить. Жена ему поливает, а он чистит. Много намело грязи-то, да? Ну да. В декабре. Короче, смотрите, я немножко перетрубацию здесь сделала. Вот этими коробками закрою, потом вырежу в размер низ. Вот этой коробкой закрою верхнюю вот эту одну секцию. Вот так. Вот. И вот это пространство я освобождаю для морозильной камеры. Сдвинула воду, сдвинула лавку. Вот. И вот в том углу у нас станет морозильная камера. Мы уже все померили. Должно поместиться. Наш друг Ирай уже заказал. Вот. Очень-очень сильно упала лира. Слушай, уже, наверное, прям вот ровно в 2 раза относительно доллара она упала. Да? Да. По 8,3, по 8,5 мы меняли, а вчера я поменяла по 16,7. Вот. В 2 раза упала, короче, лира. А цены пока не падают, не повышаются, понимаете? И то есть, получается, мы огромную 1,85 м высотой морозильную камеру купили за 3880 лир. Что на наши деньги по текущему курсу получается 17 тысяч рублей. Ну, там плюс-минус какие-то копейки. За 17 тысяч рублей огромную ростом с Алексеем морозильную камеру не купишь ни за что на свете. А мы купили. Фирма та же самая, что и вся у нас техника. Вся техника у нас Profilo. Это не реклама. Вот. Мы довольны, в принципе, и холодильник неплохой. И вся остальная техника. Плита, духовка, стиралка. Все у нас. И в том числе этот, как его, кондиционер тоже. В общем, купили мы той же самой фирмы, получается, большущую вертикальную морозильную камеру. Вот. В сезон, когда будут клубника... Да даже черешню, наверное, тоже можно заморозить, да, Леш? Клубника, черешня. Мы морозили, потом кушали, вкусно тоже было. Клубника, черешня, вишня. Заморозим, прям битком затарю эту морозилку. И потом целый год будем есть. Ну, во всяком случае, это необходимо по медицинским показаниям для нашего Олега. Я хочу обеспечить ребенка годовалым запасом клубники. Вот. С этой целью, собственно, мы купили большую морозильную камеру. Такие у нас дела. Да, на балконе теперь будет еще меньше пространства. Тут, считай, у нас раскладушка стоит, тут будет холодильник, вода, лавочка.
И вот это вот маленькое небольшое пространство остается для Алексея. Он в летний период здесь сидит с видом на море, работу работает. Такие у нас дела. Друзья мои, вы только посмотрите. Мои мужчины ушли на тренировку, поехали в Ардамли. Посмотрите, какое море. Его прям как будто нарисовали. Вау. Вот что мне нравится, так это то, что оно всегда разное. То оно с небом сливается, и его не видно практически. Как будто вот вообще не отличается море от неба, как будто это вот одно единое пространство. То оно сейчас, смотрите, как четко прям вырисовано. Вау, прям. Вау-вау. Какая красота. Супер. КПГ у нас все возится с чисткой бассейна. Ребятки ушли тренироваться. Сейчас Алексей опять зайдет в Мадам Коко. Купит там кое-что по моему заказу. Неописуемая красота, вы только посмотрите. Супер. Небо тоже такое красивое, да? Разными красками наливается. Вот так захочешь, не нарисуешь, да? Смотрите, там тоже в районе Ардамли небо все какое разное. Слушайте, какое это счастье жить в таком месте. Супер. Все трудности, все препятствия, все преодолеем ради того, чтобы жить в таком сказочном месте. Прошло немного времени у нас, примерно час-полтора даже. Посмотрите, море поменялось, стало другим, стало более светлым. КПГ домыл почти бассейн. Чуть-чуть вот тут какое-то пятнышко осталось. Солнышко сквозь тучки проклевывается. Вот такая у нас красотень. Я намыла голову отдельно от туловища. Женщины меня поймут, мужчины нет. И включила караоке. Сейчас буду мучить соседей. Как же это классно. Вот так вот сидеть под одеялкой с видом на море, на пальмы. Вот. И петь в караоке. Работать тоже надо. Сейчас я немножко помучаю соседей. И буду потом работу работать. Рецепт снимать. Так, сейчас выберу песню. Я вам чуть-чуть запишу, потому что, скорее всего, будут авторские права, будут проблемы. Чуть-чуть. Вас тоже немножко помучаю. Исчезают вновь где-то там вдали. Ой, лёли, нелюбимо, что ли мне, унять мне боли. Ой, лёли. Учим турецкий язык. Миша, давай, блесни знаниями. Ну? Гиби? Нет. Хайер. И все? Не хочу говорить. Мы тут учим турецкий язык, Машу и Медведь смотрим на турецком. Ой, Алексей кормилец. Кушать дает. Вот чайная ложечка давай. Спасибо. Салатик будем кушать. А это с чем у нас? С колбаской салатик остался?
Тут шмотки какие-то. В общем, немножко выбилась... Да, немножко выбилась из режима. 15 минут 11-го, а я довариваю морковку, мне не хватило на рецепт. Но я, когда рецепт буду уже вам непосредственно показывать, в рецептуре я напишу все точные количество ингредиентов. Вот, почему я и говорю, что мои рецепты все абсолютно проверены на 100%. Там сало доел? Вот, потому что я все корректирую, если где-то что-то не хватило, говорю так, как должно быть, так, как обязательно хватит. Вот. В общем, я, да, занимаюсь, опять варю морковку, морковки не хватило мне. И мы сегодня не обедали с тобой? Только завтракали, да. Ну так что-то перехватываем в течение дня, да? Вот, Алексей принес салатик доесть. Салатик сейчас доедим. Короче, у нас сегодня не было мукбанга. Был мукбанг с утра. Завтра опять с утра будет мукбанг. Вчера я тоже вечером снимала рецепт. Но вчера мы с тобой мукбанг снимали безрецептурный, да, Леш? Поэтому не голодные были. А сегодня мы вообще мукбанги не снимаем. Только утром сняли. Вот позавтракали, сняли мукбанг и больше не ели. А вы говорите, мы бездельники. Работу работаем. Видите, какая у нас сложная ненормированная работа. Короче, готовлю я рецепт очередной для вас. Сегодня поздно вечером я его закончу, и завтра на него будем снимать мукбанг. Да, Алексей? А что ты салат себе так мало положил? Будешь еще? А? Чай поставь, давай печеньки заточим. Ну, покушаем давай. Чё ж, мы же все-таки тоже люди, кушать хочется. Я там вытащила... Алексей, я не показывала, да, как я курицу разделывала? Алексей мне купил очередные 4 курицы, я их разделывала на бедрышки, голени, крылышки, грудинку. И с 4 курей у меня каждый раз выходит суповой такой... Суповой это или как называется набор? Да, наверное. Вот, но я из этого супового набора делаю жаркое. Очень вкусно получается, оно такое получается жирненькое, насыщенное. Вот, и косточки с удовольствием обгладываем. В общем, завтра я вытащила от предыдущих 4 куриц вот этот суповой набор. Завтра приготовлю жаркое. А от сегодняшних 4 куриц свеженькие я положила в морозильную камеру. Такие дела. Вот у нас тут Новый год в бумажке тоже. И изучение турецкого языка. Да, Алексей? Мы молодцы? Ничего не понятно, честно говоря, я не знаю. А? Тамам? Только тамам мы понимаем. Я не знаю, наш друг Ирай говорит, если day by day вы будете вот это вот смотреть, делать, постоянно эту речь слышать, вы в конце концов научитесь разговаривать, ну, выучите язык. Но вот Машку мы включили, известный нам мультик, мы его знаем, ничего не понятно. Ну, будем day by day смотреть турецкую речь, слушать. Такие у нас дела. Учим турецкий язык. Машка говорит, бендекика. Бу benim için değil mi? Что означает подарки Дед Мороз? Дед Мороза она простудила там куда-то, он в кювет улетел, когда. Подарки. Это говорит, минуту, пожалуйста, это не для меня, говорит, все. Ой, пьем чай. Так чудно смотреть на Машку и Медведя, по-турецки разговаривают они. И поют тоже. Да. Марика, спасибо. Печеньки вкусные. Тут желтенькие полицейские, наверное, катаются. А море у нас сегодня как стена такого черного, темного серого цвета. Интересного. Мы сейчас уже... Там вот какие-то полосы, непонятно, то ли это дождик идет, то ли это солнце так проливает. Но по ощущению, что это дождик поливает там вот в море где-то. А мы сейчас собираемся в Ардемле на тренировку, дети. Мы чуть-чуть пораньше выйдем, там, может быть, немножко время до тренировки проведем. А потом уже пойдут на тренировку ребята. Так что скоро выходим. Такое яркое солнышко, вообще классное. Теплынь, обалденно. Дети пошли на тренировку.
Я пошел вдоль моря пройтись. И потом в магазин пойти зайти. Там по списочку кое-что прикупить надо. Ой, хорошо как. Море сегодня такое тихое, спокойное. Да хоть купаться иди. Сегодня 18 декабря. Последние пару дней, конечно, было менее комфортная погода, чем сегодня. Но, видите, раз погода наладилась. Таблички здесь стоят: береги природу, любимую природу. Написано на этих табличках. Кстати, здесь совершенно не возбраняется сидеть, лежать на травке, никто ничего не скажет. В городских парках мы вот гуляли, то же самое. Я пойду, наверное, сейчас чуть-чуть пройдусь и заверну в сторону там магазинов. Специально сюда, ехать вроде как зачем, а вот сегодня поехал на тренировку и заодно пойду в магазин схожу. Вышел я к Нова-Сити, вот специально отсюда сниму его. Там много всяких разных магазинов. Мы туда чаще всего ходим в Кочташ. Он на -1 этаже находится. И Мигрос там же рядом находится. И также еще на 1-2 этаже находится LC Waikiki. Вот куда мы ходим в этих магазинах. А так там и кино есть на 4 этаже. Как там, фудкорт и так далее. Кстати, полно всяких шурупчиков, всяких болтиков, гаечек, всякого размера. Есть такие вот расфасованные, есть всякие разные, дюбеля пластиковые есть, под что-то тяжелое, видите, какие прям. Комплект с шурупами, без шурупов есть, все это продается. Мне нужны такие пумпочки, которые раньше делали деревянные, сейчас их делают пластиковые для сборки мебели. Я их не вижу. Пойду сейчас похожу еще по Кочташ, возможно, что где-то в другом месте они здесь лежат, но пока я их не наблюдаю. Кстати, здесь очень много разных штучек, приблуд к гардинам. Вот они, гардины здесь стоят, какие надо выбирать, и к ним, видите, всякие повороты, завороты, крючочки такие, сякие, эдакие, вот такие хочется, такие, вот такие штучки есть. В общем, крепление этого всего есть, короче. Вот какие-то вот такие штуковины. Короче, бери и вешай. Только в путь. Ну и сами тоже гардины, вот они стоят. Ценник здесь внизу написан. 14, 19, 36, 44, 49, 54. Я так подозреваю, в зависимости от толщины и там... Что там еще внутри лежит, потому что я говорю, палки отдельно есть, а есть несколько палок в одной упаковке. Вот. И продолжение разных всяких вариантов крепления уже в отделе для электрики. Паяльники, изоленты, вилки всякие есть, розетки. Вот провод как-то закрепить, чтобы он не болтался. Вот эти всякие монтажные штучки. Тоже в разном количестве продается, кому сколько надо. Розетки вон с этими, с автоматической можно настройкой включения-выключения приборов. Любой, в принципе, прибор можно, обогреватель, например, через нее подключить, и оно будет в нужное время включаться, выключаться. Ну и вилки тут, вернее, выключатели, розетки всякие тоже продаются. Так, ну то, что нужно мне, я так и не нашел. Даже не знаете, что делать, куда пойти. У меня вся надежда на Кочташ была, а тут такого нету. Сейчас еще вот в последнем углу посмотрю и, собственно говоря, все. Даже не знаю никакого большого магазина такого плана здесь. Что еще делать? Куда бежать?
Здесь все электричество продолжается. Лампочки, удлиняшки, удлинители, тройники. Это вот тройник 19 лир. Нам куда-то нужен тройник такой был. Дай бог через памяти вспомнить, куда. Ладно, потом тогда куплю. Тут вот есть штучки похожие, которые, знаете, на что вешать полочки. Единственное, они коротковатые, они были подлиннее, можно было взять их и делать что-то с ними. 12 лир она стоит, пачечка, там десятка-два их. Короче, что-то надо еще придумывать, надо куда-то еще заходить. Вот есть штучки вот такие вот есть, закручивающиеся. Но надо много делать отверстий под них. Надо сейчас подумать, стоит, не стоит это затея. Надо подумать. Если такие штучки не покупать, то вот такие уголки, посадить. Они такие здесь, простецкие с одной стороны. А с другой стороны, пару уголков удержат полку вполне. А если вот такие вот мощные, но это, понимаете, будет так по-колхозному выглядеть, конечно. Мягко говоря, по-колхозному. Короче, осталось все-таки подумать надо над этим вопросом. Так, что-то еще какие-то интересные. Не знаю, что это такое. Ладно, пошел я дальше. В прошлый раз смотрел, что-то не купил вот этот набор. 82 лиры он стоит, набор. С курушами. 15 предметов, в нем сверла по металлу и по дереву. 15 предметов, плюс еще вот держатель с битами бошевские. 15 предметов стоит 82 лиры. Если были бы только сверла, я бы купил бы точно. А так продолжаю думать. Вот еще набор за 119, 199. Тоже много сверл и опять биты. Вот сверла за 75. Чисто сверла, 16 штук. По дереву и металлу. Не, по камню и металлу. А вот это за 119 лир. Короче, вот еще набор за 82 лиры. 8 сверл. По дереву именно. Только не появилась в Мигросе ценник на большом, вот на этом обогревателе. На маленьких вот появилось 199, вот такой какой-то, не знаю, горизонтальный, вертикальный написано, во все стороны дует 109, 109, вот этот 99. Кварцевые технологии. А тот вот, который инфракрасный, почему-то ценника так и нет. Ладно. Возможно, что на их сайте можно эту цену обнаружить. 139. Ветерки, вот видите, простой ветерок 100 лир стоит. Кофты, штаны, конфеты. Что нам еще надо купить? Я не помню, кто мне что-то заказывала. Ольга. Пойду я. Брелочки. С сердечками, глазочками. Журналов много продается здесь тоже. Люди читают, интересуются. И газеты тоже покупают. И книжек, видите, сколько много есть. И детских, и взрослых, разных. У Миши кабель к телефону мудрит, не работает. И надо ему нового покупать. Кстати, вот он, его кабель, я вижу по разъему. Да, по-моему, это его. 2-метровый кабель, от елки-палки. Что это длинный-то? Здесь мне написано, для какой техники он. Я не вижу, но, по-моему, это айфоновский разъем. 34 лиры стоит. Надо иметь в виду, если что, надо купить. Я опять иду в Мадам Коко. В этот
раз еще за одним комплектом. А для чего это, я не скажу. Шли клубники, куча. По 30-ке, правда, он стоит здесь. Челек. Лучше грушу купи по 13. Пойдем. Или 20-ка, 25-ка. Пойдем. Яблок я не вижу, почем у них яблоки красные. Как вы любите. Ну-ка. Пойдем глянем, почем цена. Олег обратил внимание. Видно, нет? Луна висит прям большая такая. При том, что светло на улице. Вот видите, все тут замечательно, все видно. А луна уже такая огромная, вон она на небе висит. Классно. Мы сейчас еще стараемся успеть домой и покататься на великах. Сейчас заодно еще по маминому этому заправку в магазин заедем. Поэтому сейчас мы быстренько идем домой, не задерживаясь, и потом в магазин рвем. У нас день еще не закончился, спортивный. Мы теперь идем кататься на велосипедах. Вон дети ускакали вперед, я иду сзади чуть-чуть. Все болото какое здесь буквально было. Когда вчера мы еще здесь на великах приезжали, было мокро. Уже все высохло. Маленькие лужицы там вон впереди остались. Но это буквально на один день, наверное. А так все, вот я иду сейчас по проезжей части, где стояла вода. Вот здесь вода стояла точно. Миша он специально собирает лужу. У нас крылья стоят, но они как-то так кривоватенько стоит, заднее крыло, что все равно летит грязь. Надо его покрутить. Надо покрутить его. Что-то там еще не меняется. Надо понять, что не меняется. Молодежь катается, кашаны избегаются. Дети поменялись велосипедами, вижу. Немножко нашего моря. Темнеет. Ну, шикарное море такое. Бывает совсем без волны, а сегодня прям классненько такое. Вот она луна уже какая большая, желтого такого цвета, как хорошее сливочное масло. Миша будет аккуратным. Давайте покатайтесь, потом в магазин пойдем сходим. Нам еще в магазин сходить надо бы. Но это время есть, в принципе, сейчас совсем небольшое время. Все работают до 9. Я пойду в ту сторону потихонечку. Пускай дети катаются, а я немножко пройдусь, так сказать. Не спорт, но все же. Как там? Не порно, но задорно, да? В общем, как-то так.